Как бы то странно ни звучало, но это не первая апрельская шутка. В Counter-Strike 2 вышло новенькое крупное обновление, которое добавляет просто огромную кучу новых скинов, как в рамках коллекции Арсенала, так и для еженедельного дропа. Ну и куда уж без скрытых файлов и намеков на будущее обновление. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hellstore выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Да уж, ну и тайминги выбрали разработчики. Выпустить крупное обновление в День дураков. Но справедливости ради, в момент релиза по их времени у них было еще 31 марта. Так что все норм. И да, я пользуюсь случаем. Намекну вам, что большинство прогнозов по аналитике в ролике по календарю обновлений, который вы на секундочку считаете водой, сбылись. Но давайте перейдем непосредственно к обновлению. И начнем с пополнения коллекции Арсенала. Добавили новенькую коллекцию Трейн, новенький кейсик со скинами, в котором присутствует аж 4 разных вида ножа. К сожалению, не новые. Ну и новый временный скинчик, который можно приобрести за ограниченное время. Причем этот скин каждому может выпасть совершенно с иной вариацией раскраски. И долго заострять внимание на коллекции, которую вы и сами можете посмотреть в магазине, мы не будем. Однако меня печалит мысль о том, что новенький кейс выходит лишь в Арсенале. И это означает, что навариться на нем можно только покупая пропуск. Неужто разработчики решили доить корову под названием CS2 по полной, поставив полностью новые скины на конвейер магазина Арсенал? Но не печальтесь, дамы и господа, в еженедельном дропе тоже произошли изменения. За долгое время разработчики решили сменить список выпадаемых коллекций и добавить не уже существующие, которые были в игре, а совершенно 3 новые коллекции: Ascent, Buril и Radiant. Вот как раз таки на них мы и заострим свое внимание, так как именно эти скины просто так в игре не посмотришь. И сразу хочется выделить, что в данных коллекциях присутствует аж 2 скина на Зевс. Правда, один прям бабушкин солдатик, ну а второй синий сын маминой подруги. Ну и как вы могли догадаться, каждая из коллекций придерживается своего цветового фона. И всего их 3: желтый, зеленый и фиолетово-синий. И пока на фоне будут мелькать данные скины, поговорим немного о скрытых файлах. В данном обновлении начали удалять огромное количество строчек, связанных с режимом «Запретная зона». Да и не просто удалять какие-то мелкие кусочки, а целые классы скриптов, включая оружие из данного режима. То есть, если раньше поковыряться, можно было их хоть как-то доактивировать. Ну а сейчас это стало просто невозможным. Что намекает, разумеется, на 2 исхода. Первый — это то, что они решили полностью отказаться от данного режима, что более вероятнее. А второе — это то, что они, как обычно, удаляют старые куски, чтобы заменить на новые. Но это все влажные мечты. Ну а также в файлах игры разработчики забыли, видимо, удалить файл стилистики для меню панорамы, который связан непосредственно с миссиями в игре. Но, ребята, сразу предупреждаю, возможно, об операции никакой речи не идет. Дело в том, что, исходя из самих же стилей, выглядит это так, словно миссии будут рандомно появляться в левом углу экрана. И при нажатии на кнопку сразу же будет активироваться поиск игры. Ну а также в стилях недвусмысленно идет намек на то, что это, возможно, часть будущего обновления для магазина Арсенал. Поэтому все может быть. Однако то, что сам факт существования миссий в будущем имеет место быть, очень сильно меня радует. Даже если
не в рамках операции, так как мне очень бы хотелось посмотреть на кооп-режим на движке Source 2. Что ж, а на этом пока что у меня все. Продолжу и дальше исследовать обновления. А если же я не закончил в момент повествования показывать новые скины из дропа, то они будут демонстрироваться, пока все не закончатся. Ну а вам всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи! You